Стой, мужики, не бейте! Да я не виноват, мужики, не крутите! Фамилия, имя, отчество. Я сдамся сам, мужики! Фамилия, имя, отчество. Ионкин Станислав Сергеевич! Пять минут, и 13 человек задохнулись в огненном мешке. Один выстрел, и клуб превратился в крематорий. Ночной отдых, и десятки семей получили звонок, который ломает жизнь навсегда. 5 ноября 2022 года. Город Кострома. Ночной клуб «Полигон». Люди пришли танцевать, отдыхать, отмечать встречи. Никто не знал, что этот вечер станет последним. А теперь главный вопрос. Это была случайность или цепочка преступных решений, за которые кто-то должен был ответить гораздо строже? Досмотрите до конца, и вы узнаете, почему приговор вызвал споры даже среди юристов, и почему в этом деле есть моменты, о которых редко говорят вслух. В центре этой истории Станислав Ионкин. Военнослужащий, участник специальной военной операции. Человек с боевым прошлым, наградами и статусом. Но в ту ночь он оказался не на передовой, а в переполненном развлекательном заведении. По версии следствия, все началось с конфликта. Ссора, резкие слова, эмоции. Свидетели говорили о напряженной атмосфере. Спор перерастал в драку. Ионкин вышел на улицу. Казалось бы, конфликт исчерпан. Но нет. Он достает сигнальное устройство, охотничью ракетницу. Это не автомат, не граната. Но выстрел из нее в помещении с горючей отделкой – это потенциальный приговор. Он возвращается внутрь, делает выстрел в потолок. И в этот момент все меняется. Пламя вспыхивает мгновенно. Горючая обшивка загорается, как сухая трава. Огонь начинает распространяться по потолку, по декоративным элементам. Через считанные секунды помещение заполняется едким дымом. Вы представляете, что такое плотный токсичный дым в закрытом пространстве? Люди теряют ориентацию, не видно выходов. Начинается паника, давка, крики. По официальным данным, погибло 13 человек. Несколько десятков получили травмы и ожоги. 13 жизней – это не абстрактная цифра. Это чьи-то мужья, жены, сыновья, дочери. Это люди от 20 до 40 лет. Некоторые пришли парами. Некоторые праздновали встречу, некоторые просто зашли на вечер. Почему же пожар оказался настолько смертоносным? Следствие установило, в клубе использовались горючие материалы отделки. Площадь здания около 3500 квадратных метров. Внутри большое количество людей. Некоторые эвакуационные выходы были затруднены или недоступны. Огонь распространялся быстро. Но убивал не только огонь, убивал дым. Люди задыхались. Свидетели рассказывали, что буквально за минуты видимость стала нулевой. Кто-то пытался найти выход на ощупь, кто-то падал, кто-то возвращался за друзьями и не возвращался. Один из посетителей выбивал окно, чтобы люди могли выбраться, другие пытались открыть двери. Но паника – самый страшный враг в таких ситуациях. Ионкин был задержан в кратчайшие сроки. Его действия были зафиксированы камерами. Следствие утверждало, именно выстрел стал причиной возгорания. Но ключевой момент – квалификация. Это не было признано умышленным массовым убийством. Следствие квалифицировало произошедшее как причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам, плюс хулиганство, плюс умышленное причинение вреда здоровью, плюс уничтожение имущества. Что это значит юридически? Это значит, что суд не установил прямого умысла на убийство 13 человек. Не было доказано, что он хотел их смерти. Он выстрелил, но не с целью сжечь зал вместе с людьми. Согласны ли вы с такой трактовкой? Напишите в комментариях. Судебный процесс проходил во Втором Западном окружном военном суде в 2024 году. Дело рассматривалось в Москве. Суд признал Ионкина виновным по предъявленным статьям. Приговор – 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 20 лет. Для кого-то это огромный срок.
для кого-то слишком мягкий за 13 жизней. Кроме того, он был лишен воинского звания сержанта и государственной награды – медали за отвагу. Вопрос, который звучал в обществе – повлияло ли его военное прошлое на ход дела? Официально нет. Суд исходил из доказательств, а не из биографии, но обсуждения не утихали. А теперь важная деталь. В этом деле фигурировали и другие лица. Руководство заведения, ответственные за пожарную безопасность, проверялись условия эксплуатации здания, соблюдение норм, наличие огнетушителей, исправность сигнализации. Потому что трагедия такого масштаба редко бывает следствием одного действия. Это всегда совокупность факторов. Если бы потолок не был горючим, загорелся бы он так быстро. Если бы эвакуационные выходы были полностью свободны, погибли бы люди. Если бы персонал действовал быстрее, можно ли было спасти больше жизней? Следствие изучало эти вопросы. Но в центре обвинения оставался человек, сделавший выстрел. Интересный юридический нюанс. Причинение смерти по неосторожности отличается от умышленного убийства тем, что отсутствует прямой умысел на лишение жизни. Человек осознает опасность действий, но не желает наступления смерти. Однако, когда результат — 13 погибших, возникает моральный диссонанс. Свидетельства очевидцев были эмоциональными. Люди вспоминали крики, давку, попытки выбраться. Кто-то рассказывал, что потерял сознание от дыма. Кто-то очнулся уже на улице. Пожарные прибыли быстро, но огонь распространялся стремительно. Экспертизы установили очаг возгорания. Баллистические исследования подтвердили использование сигнального устройства. Видео с камер наблюдения зафиксировали момент выстрела. Адвокаты пытались смягчить оценку действий, подчеркивали отсутствие намерения убивать. Говорили о спонтанности, конфликте, эмоциональном состоянии. Но суд учел тяжесть последствий. 20 лет строгого режима – это один из максимально возможных сроков при совокупности статей. Как вы считаете, справедлив ли этот приговор? Еще один момент, который вызвал общественный резонанс – информация о возможности дальнейшего участия в боевых действиях после приговора. В медиа появлялись сообщения о желании осужденного отправиться в зону специальной военной операции. Тема сложная и спорная. Для одних это попытка искупить вину. Для других – недопустимая возможность для человека, по чьим действиям погибли 13 человек. Судебная система дала правовую оценку, но общественная оценка остается неоднозначной. Если посмотреть на сухую хронологию – ночь 5 ноября, конфликт, выстрел, пожар. В течение суток – задержание. Далее – следственные действия, экспертизы, сбор показаний. 2024 год – приговор. Но за этой хронологией – трагедии семей. Некоторые родственники погибших говорили о нарушениях безопасности в клубе, о том, что помещение не соответствовало нормам, о том, что трагедию можно было предотвратить. Это поднимает более широкий вопрос. Насколько готовы наши общественные пространства к чрезвычайным ситуациям? Сколько заведений сегодня имеют горючую отделку? Сколько имеют формальные проверки? Сколько из нас, заходя в ресторан или клуб, смотрят, где запасной выход? Эта история не только о конкретном человеке. Это история о системе, о контроле, о безопасности. Но юридически ответственность Ионкина была персональной. Суд установил, что его действия стали непосредственной причиной возгорания. 20 лет – это срок, который он должен провести в колонии строгого режима. Строгий режим – это жесткие условия содержания, ограниченные свидания, строгий распорядок дня. Лишение звания и награды – дополнительный символический удар. Однако остается главный вопрос – можно ли назвать это справедливым эквивалентом 13 жизней? Напишите свое мнение. Многие зрители вашего возраста помнят трагедии прошлых лет, пожары в клубах, торговых центрах. Каждый раз общество говорит – такого больше не должно повториться. И каждый раз находятся нарушения, халатность, риск. История полигона стала еще одним болезненным напоминанием. Сигнальная ракетница – предмет, который часто воспринимается как безобидный.
Но в закрытом помещении она превращается в источник мгновенной катастрофы. Выстрел — секунда, пламя — секунды, дым — минуты, смерть — мгновение. По официальным данным, большинство погибших умерли от отравления продуктами горения. Это означает, что они не были сожжены заживо, они задохнулись. Это страшная, тихая смерть в темноте и панике. Судебные материалы включали десятки томов, экспертизы, протоколы осмотра места происшествия, показания свидетелей, видеозаписи. Дело рассматривалось тщательно. Но общество разделилось. Одни считают наказание справедливое и суровое, другие, что это трагическая случайность, последствия глупости, но не злого умысла. Третьи, что ответственность должны были понести и владельцы заведения в более жесткой форме. А вы к какой позиции ближе? История Станислава Ионкина — это история о том, как одна секунда может перечеркнуть десятки судеб. О том, как конфликт и эмоция могут привести к национальной трагедии. И в финале остается самый неудобный вопрос. Если бы в ту ночь он просто ушел, если бы не вернулся внутрь, если бы не нажал на спуск, 13 человек были бы живы? Ответ очевиден. Но жизнь не знает сослагательного наклонения. Напишите в комментариях, считаете ли вы это дело уроком для общества, или это просто еще одна трагедия, о которой скоро забудут. Потому что память — единственное, что остается у тех, кто потерял близких. И именно поэтому мы обязаны разбирать такие истории до конца. Но в этом деле есть еще несколько деталей, о которых редко говорят в коротких новостных сводках. После задержания Ионкин не отрицал факта выстрела. Ключевой вопрос следствия звучал иначе. Осознавал ли он реальную опасность своих действий? Понимал ли, что выстрел в помещении с декоративной горючей отделкой может привести к мгновенному пожару? Эксперты указывали, что сигнальное устройство создает высокотемпературную вспышку. В замкнутом пространстве с тканями, пластиком и декоративными покрытиями риск возгорания крайне высок. То есть речь не о безобидной хлопушке, а о потенциально опасном источнике огня. Суду пришлось оценивать грань между «не подумал» и «должен был понимать». В показаниях очевидцев звучали фразы о том, что после выстрела многие сначала не осознали масштаба угрозы. Кто-то решил, что это часть шоу, кто-то подумал, что это просто хулиганская выходка без последствий. И именно эти первые секунды стали роковыми. Люди не сразу бросились к выходам. Когда огонь пошел по потолку, было уже поздно. Отдельно рассматривался вопрос состояния Ионкина в момент происшествия. Проверялась версия алкогольного опьянения. Экспертизы оценивали его психическое состояние, способность осознавать характер и общественную опасность действий. Суд признал его вменяемым. Это важно, потому что признание невменяемости означало бы принудительное лечение вместо колонии. Но этого не произошло. Еще один момент — реакция общества на формулировку «причинение смерти по неосторожности». Для людей, потерявших близких, слово «неосторожность» звучит почти как оправдание. Но в уголовном праве это конкретная юридическая категория. Суд не увидел доказательств того, что Ионкин хотел убить посетителей клуба. Однако он совершил действие, которое в конкретных условиях было смертельно опасным. И именно это стало основой обвинения. 20 лет строгого режима. Это срок, который с учетом возможных процедур не означает автоматическое освобождение через половину. В колонии строгого режима действует жесткий контроль, ограничения, дисциплинарная система. Но для семей погибших никакой срок не возвращает родных. Интересно и то, как трагедия повлияла на проверки развлекательных заведений по всей стране. После пожара в Костроме начались внеплановые инспекции. Проверялись системы эвакуации, пожарная сигнализация, отделочные материалы. Власти заявляли о необходимости усиления контроля. Вопрос: надолго ли хватает такого внимания? Каждая крупная трагедия в России вызывает волну проверок. Потом проходит время, информационный фон стихает, и тема уходит на второй план. Но риск остается.
В истории полигона сошлись три фактора: человеческая импульсивность, потенциально опасное устройство и уязвимость здания. Если убрать хотя бы один из них, итог мог быть иным. Можно ли было предотвратить трагедию? Должны ли посетители понимать риски? Несет ли каждый из нас ответственность за свою реакцию в конфликте? И главный вопрос: что страшнее, осознанное убийство или глупость, повлекшая массовую гибель? История Станислава Ионкина — это не просто уголовное дело. Это пример того, как одна секунда агрессии превращается в многолетний срок, разрушенные семьи и национальный резонанс. И если в следующий раз кто-то решит пошутить с огнем в закрытом помещении, возможно, именно память о полигоне заставит остановиться. Напишите в комментариях, считаете ли вы эту трагедию цепочкой случайностей или закономерным итогом безответственности.